Сначала необходимо выбрать место для костра. Костер не стоит разводить вблизи палаток, так как они могут загореться. Нельзя разводить костер на корнях деревьев, так как корни сгорают и дерево погибает. Также не стоит разводить костер на сухой траве. Огонь быстро распространяется и становится неуправляемым. Это может послужить причиной лесного пожара. Нельзя разводить костер вблизи кустарников и деревьев с низкой кроной, так как от жаркого и высокого пламени они могут загореться. Перед разведением любого костра необходимо всегда снять дерн. Снятый дерн укладывается в безопасном месте корнями вверх. Чтобы сварить сухое дерево, необходимо сделать зарубку глубиной в 1/3 ствола в направлении валки дерева. Затем с противоположной стороны пилить параллельно земле немного выше зарубки. Пилить поваленное дерево необходимо, положив его на пень и закрепив длинный конец. Пилу необходимо держать жестко и использовать всю длину полотна. Ну, значит, колка дров. Техника безопасности. Ноги должны быть на ширине плеч. Рубить нужно чисто из-за головы, не сбоку как-то, не под углом, а чисто из-за головы. Чурка должна стоять на каком-нибудь пеньке, как у нас в нашем случае, либо на какой-то чурочке тоже, более большой. Обязательно нужно быть обутым. А то если топор слетит, так, обувь хоть чуть-чуть защищает, а так прям по голой ноге попадешь. Еще желательно, чтобы сучки были внизу основания, потому что когда сверху бьешь, они снизу просто раскалываются, а так их приходится перерубать. Значит, я сейчас вам покажу, как надо правильно рубить дрова. Значит, рубка дров никогда нельзя бить на излом, где-то еще, надо чисто, четко бить, вот когда полено лежит на чурке или на каком-нибудь бревне. Рубить надо наискосок, потому что волокна деревья, они идут вдоль, и когда рубишь вперед, получается, что приходится топору очень много разрезать, а так намного меньше и проще. Дрова укладываются в поленницу между двух деревьев. Если таких деревьев нет, то нужно вбить колышки. Для разведения костра очень хороши сухие сосновые ветки, так как даже во время дождя они остаются сухими и очень быстро загораются. Вот мы наломали маленьких веточек, теперь мы их кладем на место костра, и желательно так, чтобы они не рассыпались. Теперь мы берем сухие, не очень толстые палки, которыми придавливаем нашу заготовку сверху. Заранее необходимо заготовить дрова, которые мы будем подкладывать в костер. Теперь можно Когда сгорелись ветки, можно подбрасывать дрова потолще. Костер не нужно заваливать, туда должен поступать кислород. Однако необходимо, чтобы внутри костер не был рыхлым. Толстые дрова необходимо положить по периметру костра. Также по периметру можно сложить мокрые дрова для того, чтобы они подсохли. Вот этот тип костра называется шалаш. Он используется в первую очередь для освещения. Чем выше этот костер, тем выше пламя от него и тем больше света.
Такой тип костра называется колодец. Эти костры используются для приготовления пищи и обогрева. Этот вид костра называется надья. Этот костер горит очень долго и экономно расходует дрова. Костер полезен ночным дежурным и всем, чья одежда промокла. Большая площадь костра позволяет просушить больше вещей. Верхние бревна укладываются на 2 нижних. Между верхними и нижними бревнами вставляются палочки для того, чтобы огонь мог свободно подниматься. Другое название этого костра – таежный. Продукты в поход или в лагерь следует исходить из того принципа, что меню должно быть разнообразным и не должно быть пресным, но в то же время продукты должны быть те, которые могут долго храниться и не требуют